Кей-поп-индустрия прямо сейчас переживает тектонический сдвиг, которого никто не мог ожидать. Главная группа планеты, BTS, столкнулась с волной критики, которая стремительно переросла в полноценный глобальный бойкот. Но что могло заставить миллионы фанатов отвернуться от своих кумиров, которые годами продвигали ценности любви к себе, уважения и защиты слабых? Все началось за кулисами одного концерта, где всего одна фотография с Крисом Брауном взорвала фандом и разделила армии на два непримиримых лагеря. Последствия этого шага наступили незамедлительно. Лидера группы, Ким Нам Джун, РМ, официально и с позором исключили из престижного списка мужчин-образцов Международной правозащитной организации. Пока одни требуют от агентства официальных извинений, в сети набирает обороты пугающая петиция за полное расформирование BTS. Но самое шокирующее – это личность организатора этой кампании и ее скрытые связи с прошлыми скандалами вокруг HYBE. В этом видео мы подробно до мельчайших деталей разберем, что на самом деле происходит за закрытыми дверями музыкальной индустрии, почему молчание Big Hit Music называют оглушительным, и неужели это конец эпохи величайшего бойбенда планеты. Чтобы полностью понять масштаб катастрофы, необходимо вернуться к началу цепочки событий и детально восстановить хронологию. Участники BTS Ким Нам Джун и Чон Хосок находились в Канаде в рамках своего масштабного графика. 12 августа 2026 года они решили посетить совместный концерт мировых звезд R&B Ашера и Криса Брауна, проходивший на стадионе Роджерс Стадиум в Торонто. Сначала Джей Хоуп опубликовал короткие кадры в своих личных социальных сетях. Парни веселились, подпевали и танцевали под трек «Look at me now». Однако настоящий взрыв в медиапространстве произошел, когда сам Крис Браун выложил совместное фото из закулисья. На снимке РМ и Джей Хоуп тепло обнимают американского певца, позируя на камеру. В этот же момент фанатские аккаунты подхватили слух о возможном музыкальном коллаборации, подлив масло в огонь. Фандом буквально запылал от ярости. Для огромного количества людей Крис Браун – это не просто талантливый музыкант, а человек с длинной, задокументированной и мрачной историей домашнего насилия и судебных разбирательств. Для фандома BTS, где подавляющее большинство аудитории составляют женщины и молодые девушки, этот снимок стал восприниматься как личное предательство. Чтобы понять, почему личность Криса Брауна вызывает столь острую реакцию, нужно углубиться в его прошлое, которое буквально соткано из криминальных хроник. Все началось в далеком 2009 году, когда весь мир потрясли кадры жестоко избитой певицы Рианны, которая на тот момент была его девушкой. Браун признал себя виновным в нападении, получил 5 лет условного срока и общественные работы, но это его не остановило. В последующие годы его имя регулярно всплывало в судебных делах. Обвинения в физическом насилии от других женщин, преследования, драки в ночных клубах и даже тюремное заключение в Лос-Анджелесе в 2014 году. Более того, прямо сейчас, осенью 2026 года, Брауну грозит вынесение приговора в Лондоне после того, как он признал себя виновным по делу о потасовке в ночном клубе, произошедшей в 2023 году. Его репутация на Западе однозначна – это рецидивист в сфере насилия. И то, что участники BTS, позиционирующие себя как защитники прав человека, открыто обнимаются с ним, вызвало шок. Отреагировали даже знаменитости. Известная бродвейская звезда и давняя фанатка группы Леа Салонга опубликовала пост со словами «разочарована», так разочарована, что фанаты тут же связали с поведением айдолов. Реакция общества оказалась беспощадной, и сильнее всего удар пришелся именно по лидеру группы. Международная волонтерская некоммерческая организация The Pixel Project, которая годами борется против гендерного насилия, сделала громкое заявление. РМ официально и бессрочно удален из списка 16 мужчин-образцов, помогающих остановить насилие в отношении женщин. Намджун был включен в этот почетный список в 2024 году за то, что открыто читал феминистскую литературу, консультировался с профессорами женских исследований, чтобы исправить свои прошлые подростковые ошибки в текстах, поддерживал женщин-художниц и продвигал идеи инклюзивности со сцены ООН. Он был мировым эталоном осознанного мужчины в современной поп-культуре, особенно для патриархальной Южной Кореи. Правозащитники подчеркнули, что даже если у РМ не было намерения публично одобрять действия абьюзера, его колоссальный уровень славы означает, что он автоматически предоставил Крису Брауну платформу перед миллионами своих фанатов, тем самым нормализуя насилие.
Организация ждала ответных действий ровно неделю. Они надеялись, что Намджун или его агентство Big Hit Music выступят с разъяснениями, но наступило молчание, которое правозащитники назвали оглушительным. Ситуацию усугубил инцидент, когда сам Крис Браун, почувствовав поддержку айдолов, публично атаковал в соцсетях фанатку BTS, использовав нецензурную брань из-за ее критики. Как итог, полное исключение Намджуна из списков и переписывание всех архивных материалов, включая статьи к Дню Отца, где он приводился в пример. Сейчас внутри фандома ARMY идет настоящая гражданская война, и социальные сети раскололись на два непримиримых лагеря. Международные фанаты в X, Твиттере и на Reddit настроены крайне радикально. В топовых комментариях на Reddit пишут: «Люди говорят, отделяйте искусство от художника, но это нельзя применять к живым людям, которые продолжают активно зарабатывать миллионы, несмотря на свои ужасные преступления». Женщины заявляют: «Я остаюсь женщиной прежде, чем я фанатка ARMY, и на этой земле нет мужчины, ради которого я пойду на компромисс со своей совестью и буду оправдывать домашнее насилие». Они чувствуют глубокую эмоциональную и психологическую травму, особенно те, кто сам пережил абьюз. Однако, если мы посмотрим на корейских фанатов и нетизенов, кейнетс, то там риторика совершенно иная. Корейское сообщество в большинстве своем встало на защиту Намджуна и Хасока. На корейских форумах преобладают комментарии в стиле: «С какой стати Намджун должен нести ответственность за чужие действия? Он не поднимал руку на женщину, он просто оценил работу коллеги по цеху». Корейские фанаты искренне недоумевают из-за жесткости западной культуры отмены, заявляя: «Если Крис Браун у них считается таким ужасным преступником, то почему в Америке не запретят его концерты, почему стадионы забиты?» Правозащитный фонд просто решил поднять свой рейтинг за счет чистой репутации участника BTS. Они призывают дать артистам право на личную жизнь и профессиональные интересы, ведь Крис Браун оказал колоссальное влияние на американскую индустрию и кей-поп в целом. На этом фоне ситуация обострилась еще сильнее. Пока на платформе Change.org одни фанаты пытаются запускать петиции в защиту группы под лозунгами о том, что нельзя превращать молчание в признание вины, в тренды вырвался куда более пугающий документ – требование немедленно расформировать BTS. Авторы этой петиции собрали в один текст все возможные триггеры и старые скандалы. Они обвиняют группу в несерьезном отношении к мировым трагедиям, вспоминая старые фотосессии, обвиняют РМ в культурной апроприации и, наконец, ссылаются на текущий скандал с Крисом Брауном. Лозунг петиции суров: «Огромное влияние BTS должно использоваться ответственно, а не для нормализации насилия и расформирования. Это единственный способ показать, что индустрия должна измениться». Capabilities in my eyes are bursting. If our love died, would that be the worst thing? With somebody I thought was my savior, you will make me do a whole lot of labor. If I'm skin on my hands, it's cracking. If our love ends, would that be a bad thing? And the silence once our bedchamber, you make me do too much labor. All day, every day, therapist, mother, maiden, then a virgin, nurse, then a servant, just an appendage, live to attend him so that he never lifts a finger. 24/7 baby machine, so he can live out his picket fence dreams. It's not an act of love if you make her, you make me too much labor. Но кто же на самом деле стоит за организацией этой петиции? Расследования показывают, что аккаунт создателя тесно связан с координированными атаками антифанатов. Этот же скрытый круг лиц ранее раздувал любые локальные скандалы вокруг других участников группы. По сути, реальное и обоснованное недовольство фанатов ситуации с Крисом Брауном было мгновенно перехвачено профессиональными хейтерами и антиактивистами. Их главная цель — сорвать долгожданный камбэк BTS после возвращения из армии и нанести хайп, максимальный репутационный и финансовый ущерб, используя уязвимость фандома прямо сейчас. Они намеренно смешивают реальные этические претензии с откровенным хейтом, чтобы дестабилизировать акции компании и посеять панику среди инвесторов. BTS всегда славились тем, что умели вести открытый диалог со своим слушателем, признавать свои ошибки и учиться на них, если они были допущены. Но сейчас ситуация зашла в тупик. Группа находится на пороге новой важной эры, и этот кризис доверия со стороны женской части фандома самый серьезный за последние годы. Исключение из списков правозащитников – это не просто потеря строчки в биографии Намджуна. Это сильный удар по социальному статусу коллектива, который позиционировал себя как голос поколения. Смогут ли они вернуть доверие?
Все зависит от того, прервут ли они свое затянувшееся молчание, выпустят ли официальное заявление или продолжат делать вид, что ничего не произошло, надеясь на короткую память интернета. Культурное влияние BTS огромно, но, как показала эта неделя, даже самые преданные фанаты требуют от своих кумиров абсолютной ответственности за тех, кому они жмут руку за кулисами. Все, ребят, расходимся, у нас BTS disband. Кей-поперы у нас как тараканы побежали запускать этот хэштег, и ведь они реально верят в то, что они этим хэштегом отменят мировую группу. Блять. Простите, я пообещала себе поменьше материться, но как-то не получается в последнее время. Знаете, что самое интересное? Что эти кей-поперы, они не понимают, что тем самым они полностью под ноль обесценивают своих собственных артистов. Они открыто признают, что BTS больше, важнее и популярнее, чем их артисты. Они не запускают хэштеги для продвижения своих артистов. Они запускают хэштеги, чтобы отменить BTS. Потому что пока BTS на сцене, они прекрасно понимают, что их артисты и рядом не стояли по популярности. Этого они не могут простить BTS уже где-то начиная с 2016 года. Поэтому и ненавидят их так люто. Знаете, чего они еще не понимают? Что если даже BTS где-то в параллельной вселенной сегодня скажут: все, ребят, мы устали, мы уходим, до свидос, сайонара, аньёгасео, то именно их группа будет следующей, самой захейченной группой в кей-поп-сообществе. Потому что кей-поп-сообщество не выносит успеха других групп. И как только их группа добьется каких-то результатов, их положат на плаху так же, как все эти кей-поперы все эти годы пытаются положить туда BTS. Удачи, ребята!